Всем привет! Итак, выпуск с Оскаром Хартманом. Оскар Хартман очень интересный, очень известный предприниматель. Он берет идеи, которые очень хорошо работают на Западе, адаптирует их к России, запускает их, и они работают. Самое интересное то, что это клиент компании Goodwood. Мы построили ему дом. Мы решили взять у него интервью, поговорить вообще о бизнесе, обо всем. Может быть, взять какие-то советы, потому что он миллиардер. У него есть чему нам поучиться. И посмотрите, что из этого вышло. Эксклюзив для твоего канала. Мне надо максимальный шанс на успех. И я это сделаю. Белые розы, открытое окно, курили, и так далее. Молодой предприниматель. Ничего нет невозможного. У меня появляются новые дети. О, классно. Это очень дорого, да? Богатеть. Инноватор, имитатор и идиот. Оскар, тебя, конечно, очень многие знают, но я уверен, что найдется 0,5%, которые тебя видят в первый раз. Можешь примерно коротко, как бы ты охарактеризовал, кто ты и вообще твой самый любимый проект на текущий момент? Я предприниматель, молодой предприниматель. Мой любимый проект – это моя жизнь. Моя жизнь состоит из многих блоков. Главные блоки – это семья, здоровье. Но есть блок финансовая независимость, карьера. Я основал за последние 17 лет порядка 20 компаний. Сам инвестировал в более 40 компаний. Мое самое любимое – это когда невидимое превращается в видимое. Да, соответственно, как раз вот этот предпринимательский рывок, когда чего-то не было, это стало. Это мое самое. Вот почему я только что тебе рассказывал, что я очень счастливый сейчас, потому что у меня появляются новые дети. Вот я в роддоме, потому что у меня за этот месяц, за последние 30 дней, две компании начали продажи. Кстати, ты слышал такое правило 3 И? Инноватор, имитатор и идиот. Не слышал? Нет. Значит, кстати, возможно, вот мне интересно твое мнение. Сначала кто-то начинает делать инновацию, ну, например, Tesla. Дальше имитатор. Это все, кто сейчас почти все топовые компании автомобильные делают электромобили. А третий это тот, кто идиот, это тот, кто отстает от этого. Уже все на электромобилях, ой, давайте электромобиль. Так вот, зарабатывает всегда второй. Я это называю по-другому. Есть идеи, есть так называемая диффузия идей, да, как они вообще распространяются по миру, и действительно самые большие состояния. Если посмотреть, очень часто большие состояния делались на распространение очень хороших вещей. Я, когда начинающий был предприниматель, у меня была очень простая формула. Мне надо максимальный шанс на успех. У меня уже был ребенок. Когда я основал свой первый бизнес в России, у меня уже лежал вот в люльке ребенок, у меня ответственность. Я не мог быть в этот момент инноватором. Я знал в Германии 20 бизнесов, которых в России нет. И для меня первый шаг был имитация. На самом деле, что такое имитация? Да? Имитация – это просто точка отправки. У тебя что-то должно тебе дать энергию, сделать действие, зарегистрировать компанию, начать работать. Это что-то может быть, что ты увидел очень успешную компанию и решил, у нас этого нет, я это сделаю. Да? Это просто отправная точка. Но все, что произойдет потом, это уже будет твой индивидуальный путь. И вот хорошая бизнес-модель, строительная техника, аренда строительной техники. Да, потому что в России куча строительной техники, она простаивает, она не задействована, да, соответственно, ее при этом очень много. Если создать такой marketplace, где люди, у которых есть какая-то строительная техника, могут выставлять, другие могут брать, я думаю, это очень хорошая бизнес-модель. Да. Кстати, очень хорошо работает во Франции. Для слушателей, бизнес-модель в России нету Kilo2, французской компании, пожалуйста, делайте, богатейте. Я, кстати, понял, чем предприниматель отличается от непредпринимателя. Вот одна из таких простых вещей, предприниматель, когда слышит слово «невозможно», как минимум спросит, а почему? Я тебе расскажу историю этого камня, это эксклюзив для твоего канала. С сыном поехали на Камчатку и взяли вертолет. И полетели в горы, куда-то в совсем удаленное место, и там был водопад, и под водопадом лежит вот этот полностью круглый камень. И мой сын говорит, смотри, какой круглый камень, папа, жалко, что невозможно его взять домой. Опять слово «невозможно». Да.
А я говорю, ничего нет невозможного. Мы его тащили 3 дня с водопада до отеля. Потом отказались его брать обычный самолет. На частном самолете из Камчатки довезли до Москвы. И в конечном итоге этот камень здесь. Этот камень существует, чтобы мой сын знал, что нет ничего невозможного. А сколько он весит? Он весит 95 килограмм. Западные компании, многие компании сейчас не думают о заходе в русский рынок. Это дает гигантскую платформу для нас, да, слава да, богу. Да, а то бы нас всех отсюда. Чем хороша стройка, мне очень нравится этот бизнес, что меня сложно отсюда выгнать иностранными компаниями, потому что им тяжело здесь работать, потому что много тонкостей всяких, и тяжело физически перевозить стройматериалы. То есть все, что связано с IT, с банками, там, со связью, с чем угодно, легко перевозить микросхемы. А цемент возить тяжело, но физически. Да. Это локальный бизнес. Да, он обязательно локальный бизнес. Если хочешь экономить время, таких 3 лайфхака, да? Не думать вообще про одежду. Я, например, не решаю, что есть, да? Я просто кушаю. Это очень много освобождает время. Третье, я вообще считаю, что вот это на самом деле то, что может изменить жизнь. Да? У меня календарь. Да? В календаре написан мой график дня. У меня нету опции не идти по календарю. Утром сегодня у меня было написано 2-часовая тяжелая тренировка. Мне не очень, может быть, хотелось, да, 8 часов начинать эту тренировку, но у меня же в календаре написано. Я просто следую календарю, и когда ты убираешь у себя вот эту опцию, вот этого импровизации внутри дня... То есть ты когда планируешь, ты лучше решение примешь, чем в моменте. Да, конечно. Из-за этого в моменте вообще это очень плохая. Отличный лайфхак. Так вот, насчет строительного бизнеса как раз хотел интересное наблюдение. Я почти по всему миру езжу, пытаюсь что-то подсмотреть, связанное со стройкой. И почти везде я сталкиваюсь с тем, что все малоэтажные дома, они все строятся системно в виде коттеджных поселков. И там люди покупают именно готовое жилье. Да. В Дубае самое интересное, это вообще одинаковые дома. Видел в Дубае? Вот. Они просто строят 300 раз один и тот же дом. А у нас, наоборот, почти нет поселков с одинаковыми домами. То есть каждый начинает, включая, кстати, ты же наш клиент, ты тоже изобрел в России свой дом какой-то особый. Я даже скажу более этого. И были поселки, которые были построены в России, одинаковые дома. Да? Угу. Потом, спустя 5 лет, ты приезжаешь туда, и они уже далеко, совсем не одинаковые. Да, потому что потребность достроить, подостроить, изменить. А вот с чем? Как вот ты? Это индивидуализм, это потребности. 2 отрасли, на мой взгляд, может, мне кажется, вот ты скажешь, ужасные у нас. Это медицина и стройка. Вот, я не знаю, подтвердишь это или нет? Или еще что-то у нас такое? Под стройки я полностью согласен. Мне кажется, строительный рынок 6 триллионов рублей. Соответственно, в нем задействовано 10% всего рабочего населения России. И при этом этот рынок находится в полном бардаке. Никто недоволен. Клиенты недовольны. Бригады тоже недовольны клиентами. Да? Бригады говорят, клиенты постоянно все меняют по середине проекта. Производители стройматериалов недовольны, потому что у них last mile не работает. Все недовольны вот этим бардачным состоянием. При этом существуют какие-то вещи, которые вообще меня удивляют. Иногда, когда на этих строительных рынках, меня вообще удивляет, что это еще существует. Да? Потому что по моему ощущению мира эти штуки уже просто не имеют права на существование. Вот по строительному рынку я полностью согласен. Я думаю, будет полная пересборка. Я думаю, что будет очень большие трансформации этого рынка в следующие 10 лет. Ты живешь в веке, да, и работаешь. Когда у нас будет полная оцифровка экономики, полная дигитализация. И твоя репутация будет становиться активом, правильно? Соответственно, то, что ты делаешь, правильно, потом они тебе возвращаются, они отзыв оставляют. Вот что произошло с таксистами 10 лет назад, ты понимаешь, да, как белые розы, открытое окно, курили, и так далее. Сначала машину купят, потом права, то, что ездить надо уметь. Сейчас их просто запрягли в систему, и получается, что изменилось? Теперь, как они они выгодно работать честно. Да, и все. То же самое пройдет в строительном рынке. Ты просто держи свой курс. И, наконец, хотелось бы сказать, что у Оскара есть свой канал на YouTube. У нас внизу там ссылочка, так что, пожалуйста, подписывайтесь, приходите к нему на канал.
у него там интересно. Буду рад вас увидеть.